Сегодня мы продолжим говорить об играх Господа Чайтаньи. Today we are going to talk about a handful of Lord Chaitanya's mischievous pastimes when he was younger. И сегодня мы расскажем вам или обсудим вместе о нескольких играх Господа, которым он проявлял свои детские проказы. Because Lord Chaitanya was mischievous, just like Krishna was mischievous. И Господь Чайтанья проказничал ничуть не меньше, чем Господь Кришна на самом деле. Lord Krishna, of course, he's so famous for being mischievous, stealing butter, stealing gopis' clothes. Господь Кришна известен своими проказами, например, такими как воровство масла или тем, как он украл одежду гопи. He would steal all these things and in the process steal everyone's hearts. Ему удавалось украсть эти всякие разные вещи, предметы, но в процессе он еще и ухитрялся украсть сердца своих преданных. One of our acharyas in one of his songs, he says like this. Один из наших ачарьев в одной из своих песен, он говорит следующее. You stole the butter from the older gopi. Ты украл масло у старших гопи. You didn't ask them, can I take it? Ты даже не стал спрашивать их, могу ли я взять масло. You just took it. Просто взял. You stole the gopis' clothes. Ты забрал одежды гопи. You didn't ask them, can I steal your clothes? Ведь ты же не стал их спрашивать, прежде чем украсть. Могу ли я украсть ваши одежды? You just stole their clothes. Просто украл и все. So please steal my heart. Поэтому просто, пожалуйста, укради мое сердце. Don't ask me, just do it. Не спрашивай, кради. Because my heart, it's got this tendency to get mixed up with other things. Потому что в моем сердце есть такая склонность смешиваться с другими всякими вещами. Did it ever happen to you? Это когда-нибудь происходило с вами? Иногда? Иногда. Один раз? Can't remember. It was a long time ago. Не может вспомнить. Последний раз очень давно было. So this devotee is praying like that my heart, it has all these different tendencies, go this way, go that way. Мое сердце, преданный этот, говорит, оно такую природу имеет, оно то туда, то к тому привяжется, кто к всему. And I know all these other things, non-Krishna conscious things. I know they're not good for me. И я знаю, что все эти вещи, к которым привязывается сердце, устремляется мое сердце, они не связаны никак с Господом Кришной. Я знаю, что они не хороши для меня. And I try to stop myself. И я даже пытался остановить себя. And sometimes I stop myself. Иногда удавалось остановить себя. But other times it's more difficult and it becomes a challenge. Но иногда становилось труднее, и это был настоящий вызов для меня. So please, my Lord, do something. Поэтому, мой дорогой Господь, пожалуйста, сделай что-нибудь. Please steal my heart. Пожалуйста, укради мое сердце. So Krishna, yeah. Krishna's famous. He's extremely famous for his criminal activities. Поэтому Кришна известен, он просто баснословно известен своей криминальной деятельностью. And Mother Yashoda was always in anxiety. И маме еще из-за этого приходилось побеспокоиться. If I do not correct him, discipline him, he will grow up as an adult to be a criminal. Потому что же из него вырастет, как обычно из детей, если он в детстве себя так ведет, то вырастет из него настоящий бандит. He will form the masla mafia. И он в конце концов возглавит масло-мафию. And everyone will hear about this criminal Krishna. И все будут, весь мир узнает об этом преступнике Кришне, об этом бандите, разбойнике. And they'll wonder, who was his mother? И они скажут, интересно, кто его воспитывал, кто его мама? What sort of useless mother did he have? Насколько же она бесполезной должна быть мама, если вырос такой вот сынок?
She couldn't train him, couldn't discipline him. Совершенно от рук отбился, она не смогла его никак обучить, воспитать. So Mother Yashoda was always, every day anxious like this. Поэтому мама каждый день, мама Йашода пребывала в таком вот беспокойстве, в таких сомнениях. So it was all going on, stealing the butter every day. И это все продолжалось, каждый день продолжалось, это кражи масла. Finally, later on, Krishna stole the gopis' clothes. В конце концов, зашло так далеко дело, что Кришна украл еще и одежды гопи. Wow, that's really heavy. Это уже слишком. But Krishna, he thought it was fun. А Кришна почему-то был другого мнения, он считал, что это просто весело. Oh, you want your clothes back? Хотите, чтобы одежду вам вернул? Fine, just come and get them. Просто идите сюда и заберите ее. I'm not going to wear these. Я не собираюсь носить ваши сари. So they tried in different ways to twist his arm, so to speak. И они, они, образно говоря, пытались так и сяк, чтобы, как говорят, руки выкрутить Кришне, то есть добиться своего. For each sari, we will give you a kilo of butter. Они знали вкус Кришны и говорят, за каждое сари мы тебе обещаем килограмм масла. And Krishna said, masla, I already got too much. Кришна говорит, масло, вот это уже мне хватило вполне, по горло сыт. And you girls, look, you're just young girls. You don't know how to make butter yet. Вы же еще, кроме всего, маленькие совсем. Откуда вы еще знаете, как масло сделать толком? So you keep your butter, I'll keep your clothes. Поэтому, знаете что, давайте так, вы оставите себе свое масло, а я оставлю себе ваши сари. Give us our clothes or we'll tell your father. Тогда гопи сказали, ну-ка быстро давай сюда одежду, иначе мы расскажем все твоему папе. Tell my father. Go ahead. Расскажите моему папе, подумаешь, давайте вперед. Who cares about my father? Кого волнует, что скажет папа? We'll tell King Kamsa. Тогда они сказали, тогда мы пожалуемся царю Камсе. Kamsa? Who's afraid of Kamsa? О, Камса, а кто Камсы-то боится? He's just a silly old man. Он просто глуповатый старик. So go and tell him. Давайте идите и скажите ему. I'll come with you. I'll tell him. Да я с вами еще пойду, я сам скажу ему. So like this Krishna he was too transcendentally arrogant. Поэтому Кришна, он бывал иногда слишком трансцендентально дерзким. And the gopis couldn't convince him. И гопи не удалось его убедить. They had to come in front of him with no clothes. Ему пришлось выходить из воды, прямо перед Кришной без одежды. But whatever Krishna does is good. Но в конечном счете все, что делает Кришна, все несет благо. So they understood, the gopis understood, actually he is accepting us as his wives. И гопи поняли в какой-то момент, что на самом деле таким образом Господь Кришна принимает нас как своих жен. They had just finished the Katyayani Vrata. Ведь они в это время, когда эта лила происходила, только-только закончили Катьяяни Врату. It is the lunar month immediately after Damodar. Это лунный месяц, который следует сразу за месяцем Дамодара. The whole month, every day, they've been praying to Katyayani. We want Krishna as our husband. И на протяжении всего этого месяца, день за днем, Кришны молились, обращаясь к Катьяяне. Они говорили, пожалуйста, пожалуйста, пусть Кришна станет моим мужем. Каждая из них так молилась. And Krishna, he knew. И Кришна знал об этих молитвах. So just when they just finished the month-long vow, he fulfilled their desire. И как только они, в тот самый день, когда они уже закончили, буквально только закончили свою этот врату, вот этот обет в течение месяца, Кришна тут же исполнил их желание. But not in the way they expected. Но, увы, совсем не таким образом, как они ожидали.
Krishna is a very creative thinker. Кришна очень творческая личность. Krishna is not обычно. Он необычный. Oh, he's very dynamic. Очень динамичная личность. So he thought of this trick, and sure, the gopis were astonished. Он придумал этот трюк Саре, и гопи были поражены, потрясены этим. But still they understood he's reciprocating with our desire. Но в конце концов они все поняли, что Кришна ответил на наше желание. So they didn't become, well, at least when they got their clothes back, they were no longer angry with him. И когда они получили обратно свои одежды, уже следа гнева не осталось в их сердцах. And so the Bhagavatam describes that as they walked away, as they're now going home, they were singing the glories of Krishna. И когда они возвращались домой, говорится в Шримад Бхагаватам, они воспевали славу Кришны. Lord Chaitanya would do the same things. Господь Чайтанья, представляете, делал очень похожие вещи. Sometimes he did worse things. Иногда он делал даже худшие вещи. Hare Krishna. But, well, there are descriptions of how he would, as a young boy, go down to the Ganges. Есть одно из описаний из истории, когда однажды, будучи еще юным мальчиком, Господь Чайтанья отправился на берег Ганги. He would go down there after school around lunchtime. Где-то в районе полудня он отправился на берег Ганги после школы. And many people gather there at lunchtime. В это время очень много людей собирается на берегу священной реки. The Brahmins, people like that, they would come to chant Gayatri. Браманы и люди, которые посвящены, они собирались, чтобы читать Гайатри. So they would go into the Ganges normally up to the chest. Они заходили в воды Ганги, обычным образом до примерно уровня груди вода была. Take out their Brahman threads. Брали свои браманские шнуры. Chant Gayatri. Читали Гайатри. In the middle, Lord Chaitanya would come. И как раз в середине этого процесса, этого времени появлялся Господь Чайтанья. And sometimes he would splash them in the face. И он подходил просто к одному из них, или некоторым, и просто брызгал в лицо. Sometimes he would come underwater. Иногда он просто нырял And grab their feet. и дергал And брамана за ноги просто под водой. Under the water. Тут нырял под воду просто, не устояв. In the middle of Gayatri. Прямо посреди чтения Гайатри, в момент чтения Гайатри. Sure. Skablenia. Is it? Skablenia. So, and they get really angry with him. И можете себе представить, как себя браманы чувствовали. Они были вне себя от гнева. I was meditating on God. Они говорят: ты что делаешь, наглец? Мы же на Бога медитируем сейчас. And Lord Chaitanya would say, I know. Господь Чайтанья говорит: ну да, я знаю. And because your prayer and meditation was very sincere, here I am. И он говорит: поскольку я услышал, насколько искренни твои молитвы, и вот и я. And they would say, no. How dare you? Так как у тебя вообще язык поворачивается? Ну ты наглец. You're terrible. We'll tell your father. Это немыслимо, мы расскажем все твоему папе. And Lord Chaitanya would just laugh. И Господь Чайтанья хохотал просто в ответ. Go tell me. Давайте, дуйте, See рассказывайте. if I care. Посмотрите. So he was doing like this every day. Посмотрите, насколько это на меня повлияет. И так он делал каждый день. Someone just took their ritualistic bath in the Ganges. Некоторые они принимали в это время обычно ритуалистическое омовение. Complete with mantras. Ну, то есть со всеми мантрами, полное. Different activities, and then Всякие come жесты. out. И потом выходили на берег. Do achman. Делали ачиман. You know, different ways of doing achman. Разные такие виды ачимана, там туда-сюда. Put on
Tilak. Ставили тилаку, там Super duper tilak. супер тилаку. Professional Vaishnava. Профессиональные вайшнавы такие. And now they're just ready to go and carry on with their lives. И совершив все это, они были готовы отправиться снова. Lord Chaitanya would come. И тут появлялся Господь Чайтанья. He would spit on them. Он подходил, плевал на них. Hare Krishna. Isn't that terrible? Разве это не ужасно, согласитесь? I told you. Я же говорил вам, иногда... Okay. Because they didn't know who was Lord Chaitanya. Но они не знали, кто такой Господь Чайтанья. Sometimes they would do all these things and then, okay, now they stand up, they're ready to go. И они, бывало, все это подробно все делали, все эти свои ритуалы, и вставали, закончив все процедуры, готовы уже идти дальше. He would come and throw sand on them. Он брал просто так колобок Like песка в них, как запустит, или грязь там, это просто песок, это, вы знаете, да, со дна Ганги просто такой. Oh, and they'd really get upset. Ну и можете представить, как они сочувствовали в этот момент. And then they'd go and complain to Jagannath Mishra, the father of Lord Chaitanya. И они все-таки в конце концов шли и жаловались Джаганнатху Мишру, отцу Господа Чайтаньи. You have to do something about him. А они говорили, ты должен с ним что-то сделать. Someone would tell Jagannath Mishra, he comes when I'm doing my puja, and he says, I'm Lord Narayan. Он говорит, вы можете представить, что ваш сын вытворяет. Иногда в самой середине, когда я сижу и совершаю пуджу, он вдруг становится напротив и говорит, я Господь Нараяна. Stop what you're doing, worship me. Хватит поклоняться, хватит делать то, что ты делаешь, поклоняйся мне. And if I don't do it, he picks up all my paraphernalia and throws it away. И если я не обращаю на него внимания, он просто берет все параферналии и вышвыривает их куда-то. Sure. Someone said, there I was bathing in the Ganges. He stole my clothes. Один браман сказал, я вот просто был на Ганге, принимал омовение, прихожу, одежды нет. Он украл мою одежду. Another one said, is that all that happened to you? Другой говорил, что и все, что ли, только одежду украл. He took all the men's clothes and exchanged them with all the ladies' clothes. Недавно он чего вытворил? Он украл у мужчин одежду, потом украл у женщин, все перемешал. Sure. So it was just, what would you say? It was a busy life there with Lord Chaitanya. В общем-то, Господь Чайтанья, как сказать, он немало головной боли доставлял всей округе. And the girls would be doing worship of Durga usually. И девушки там, они в основном, когда выполняли какие-то поклонения, в основном поклонения Дурги были. He would come, move Durga off the altar. Он приходил, просто Господь Чайтанья брал Дургу, саму снимал с алтаря. Just an informal, like a box or something they're using. Они что-нибудь используют, типа ящика или что-то для этого. And he'd come and sit on the altar. Он снимал Дургу и садился на алтарь на этот They get so angry. И они так на него сердились. And he'd say, "What's wrong with you? Но они говорили, что с тобой такое? The person you want as your husband is right here." То есть он говорил гопи, говорил, да что с вами такое? Тот, кого вы хотите получить в мужья, тот, о ком вы молите, Дургу, тот же перед вами прямо и сидит. So many tricks Lord Chaitanya had. Поэтому очень много разных трюков, шуток Господь Чайтанья устраивал. He stole my Bhagavad Gita. Он даже воровал Бхагавад-гиту. He put water in my little son's ears and made him cry. А он моему ребенку в уши воды налил, до того, что тот расплакался, жаловался кто-то еще. I was chanting Gayatri. Я читал Гаятри.
he jumped on my shoulder. Он запрыгнул мне на плечи в этот момент. And he shouted, И закричал: I'm Lord Shiva. я Господь Шива. And he jumped up and down on Прыгал my на мне, просто shoulders. на плечах скакал и кричал: я Шива. So like this, they would complain to Jagannath Mishra. То есть Джаганнатху Мишре приходилось самые удивительные истории слышать о Господе. Они жаловались все. So while they go from the river to meet with Jagannath Mishra, Lord Chaitanya would come out of the water. И когда они, в конце концов, не выдерживали и направлялись с берегов Ганги в дом Джаганнатха Мишры, чтобы пожаловаться, Господь Чайтанья выходил из воды. And he would tell his friends, when my father comes, tell him I'm still at school. Когда говорил своим друзьям, когда придет мой отец, то скажите ему, что я все еще в школе. I wanted to do extra school work. Я в продленной группе остался, группа продленного дня, мне там еще дела остались, что-то выполнить надо было. Tell him, I'm really working hard to Скажи ему, improve my что он school хочет work. оценки, я хотел оценки исправить многие, поэтому остался подольше в школе. Tell him, no, he didn't come down to the river yet today. Скажите отцу так: нет, Чайтанья сегодня не приходил на Гангу, его не было на берегу здесь. So all these people are complaining to Jagannath Mishra. He grabs a stick. И когда Джаганнатха Мишра выслушивал все эти жалобы, он просто хватал палку, Comes running down to бегом the отправлялся на Ganges. берег Ганги. Where's Nimai? Где Нимай? Спрашивал он. And there's Lord Chaitanya's friends. И на берегу были друзья Господа Чайтаньи. Oh, Nimai? No, he's not Нимай? with us. Нет, сегодня Нимая здесь не было. He's at school Он в школе. doing extra homework. Он там в группе продленного дня уроки делает, He's старается. such a good student. Он такой ученик, замечательный. And Jagannath Mishra just didn't know what to think. И Джаганнатх Мишра не мог даже понять, что ему дальше делать и думать. Are these people lying to me? То есть кто-то из этих людей, по-моему, мне врет. All these Brahmins, Или браманы врут, some older ladies. довольно преклонных лет дамы. I mean, maybe the children would lie, but not these adults. Да, может быть, дети, конечно, они наврали, но вряд ли эти почтенные люди. So Jagannath Mishra would head off to the school. Ну, тогда Джаганнатх Мишра отправлялся в школу. Sure enough, just as he's approaching the school, little Nimai comes walking out of the school. И можете не сомневаться, когда отец приближался к школе, Нимай выходил как раз из ее дверей в этот момент. He has his school clothes on. На нем была школьная одежда, все как положено. Ink, little spots of Маленькие here пятнышки and чернил there. по всему телу, как признак. And he's completely dry. И он был совершенно сухим. Because Lord Chaitanya, he had long hair. У него ведь, вы знаете, очень длинные волосы. And long hair takes some time to dry. Ну и, как вы догадываетесь, длинные волосы, нужно время, чтобы они высохли. So Lord Chaitanya obviously has not been swimming in the Ganges. Поэтому все говорило в Господе Чайтанье о том, что он ни в коем случае сегодня не купался в Ганге. Jagannath Mishra asked him, "What are you doing?" И тогда Джаганнатх Мишра спрашивал, он говорит: что ты делаешь? And Lord Chaitanya would say, "Peter, what do you mean? What am I doing?" Когда Господь Чайтанья смиренно спрашивал: Пита, о отец, что ты имеешь в виду, спрашивая, что я делаю? I'm doing my schoolwork. Я делаю то, что и положено делать ученику, учусь. I am determined to come top of the class. Я решительно настроен, чтобы стать лучшим учеником в классе. So Jagannath Mishra was just bewildered. Джаганнатх Мишра просто себя чувствовал дураком. And then all those people would come. И потом приходили все эти люди еще. And Jagannath Mishra would say, "Look at him. He hasn't been in the И Ganges." Джаганнатх Мишра говорил: посмотрите на него, очевидно, что он не был на Ганге сегодня. And they would become bewildered. И тогда они оказывались в замешательстве. Then they'd look at young Nimai.
когда они смотрели на юного Нимая, and he looked so saintly and sweet. и он выглядел таким чистым, таким непорочным, Just looking at them. так вот с-под лобья глядя на них. Who, me? Кто, я? Do something bad? Я что-то плохое сделал? I couldn't do that. Такого я не мог сделать. And their hearts would melt. Но и сердца таяли тут же на месте. And they would just become very happy and apologize to Jagannath Mishra. Чувствовали, что они счастливы, удовлетворены, и просто приносили свои извинения Джаганнатхе Мишре за беспокойство. So therefore, Vrindavan Das Thakur says, whoever was thus harassed by the Lord's pranks, И Вриндаван Дас Такур. Вриндаван Дас Такур говорит, кто бы не оказался объектом таких вот проказ Господа, they felt intense spiritual happiness in their hearts. в конце концов в своих сердцах они чувствовали самое сильнейшее духовное переживание и блаженство в своих сердцах. So it's just like with Krishna. Точно так же, как и с Кришной. As Prabhupada would say, when Krishna was young, when Krishna was good, he was good. Как Прабхупада говорил, когда Кришна был маленьким, когда он был хорошим, он был очень хорошим. And when Krishna was bad, А когда он был плохим, he was good. он был хорошим. This is absolute В этом абсолютная природа, philosophy or абсолютная whatever. философия. Yes. Whatever Krishna did was good. If he ever stole anything, the people were happy. Если он крал что-то, люди были счастливы. So similarly with Lord Chaitanya. И то же самое происходило и с Господом Чайтаньей. In Navadvip, there was one very nice devotee named Murari Gupta. На Навадвипе жил преданный, замечательный преданный, которого звали Мурари Гупта. Maybe you've heard of Murari Gupta. He was a doctor. Вы наверняка слышали о Мурари Гупте. Он был врачом. And when he would treat people as a doctor, he would also treat them, he would give them Krishna consciousness. Его качества были настолько удивительными, что когда он просто отправлялся лечить людей, начинал лечить людей, он вместе с этим и давал им сознание Кришны. He would preach to them and convince them, you want to get better? Chant Hare Krishna. Он проповедовал им и мог даже убедить их в том, что если они будут воспевать Харе Кришну, то они станут здоровыми. However, this Murari Gupta, he had relatives who were Mayavadis. Но тем не менее так сложилось, что родственники Мурари Гупты были майявади. So, and there were many of them. И это был не один, не двое, это много было родственников, которые And были. there was only one of him. А он был один всего лишь. So he had to deal with all these Mayavadis. Поэтому ему в одиночку приходилось как-то вот справляться с этими майявади. And he couldn't just really do much, like he couldn't stop them being Mayavadis. И не очень больших успехов он добивался в этом, чтобы прекратить или как заставить их перестать быть майявади. You may have heard of Madhvacharya. Вы ведь слышали, наверное, о Мадхвачаре. He was physically very big man. Мадхвачарья был очень таким здоровым мужчиной, человеком, был очень крупным. Yeah, he's like twice the size of Radha Vallabha. Два Рада Валлабхи. Yes, and he was very strongly opposed to the Mayavadis. И он очень был настроен решительно против майявади. So if he would meet a Mayavadi on the street, he would grab him. Что он делал, как он их от майявады избавлял? Если он встречал майявади, он брал его просто за воротник. Why are you cheating the people? Почему вы дурачите людей? Он спрашивал. Don't do it anymore. Чтобы я больше этого не слышал, больше этого не делайте. And sometimes he'd hit them. И иногда он даже бил их.
Das Vidanya Mayavadi. But Murari Gupta couldn't do that. Но Мурари Гупте не было возможности так делать. So sometimes he had to just tolerate. Ему просто приходилось терпеть. Other times, just to keep the peace, he would agree with them. А иногда просто, чтобы сохранить мир и покой в семье, он даже внешне соглашался с ними. So one day he was walking down the street with one of his Mayavadi relatives. Однажды он шел по улице с одним из своих родственников Майявади. And the man was saying, yes, it's all one. И этот человек говорил, да, в конце концов, все едино, все одно. And Murari Gupta said, yes, I guess it's all one. Мурари Гупта, ему все это так уже надоело, что он сказал, да, конечно, все едино. He heard this voice from immediately behind him. Вдруг он прямо за спиной услышал голос. Like, you know, that far behind him. Вот буквально у самого затылка. Yes, I guess it's all one. Да, я думаю, что все едино, все одно. It was young Nimai sarcastically repeating his words. Сзади шел маленький Нимай, он просто с издевочкой такой, саркастически повторял эту фразу. Да, все едино. So that Mayavadi would say, everything is Brahman. Дальше этот родственник Майявади, он говорил, все Браман. And Murari Gupta would say, yes, well, I guess everything is Brahman. Да, пожалуй, все Браман. Voice from a Сзади опять голос. Yes, Да. I guess everything's Brahman. Я думаю, что все Браман. Kind of funny. So he turned around to see what. Кто там за спиной все время говорит? Lord Chaitanya, right behind him, turned around with him, came around behind him. А Господь Чайтанья сзади так раз спрятался за ним и повернулся вместе с ним. So he couldn't see. Чтобы его не увидели, он был меньше. So then he turned Он так повернулся тогда. Lord Chaitanya Господь came Чайтанья around перебежал the на other эту way. сторону и спрятался сзади. And he couldn't see Lord Chaitanya, but he knew it was Nimai. Он не видел Господа Чайтаньи, но был точно убежден, что это маленький Нимай. Eventually he stopped. В конце концов они остановились. He grabbed Nimai. Остановились и схватили Нимая. How dare you do that? Как ты посмел это сделать? You're meant to be from a good family. Ты ведь из хорошей семьи. I'm really disappointed with you. Я так в тебе разочарован. Lord Chaitanya said, you're disappointed with me. Господь Чайтанья сказал, ты разочарован во мне. I'm more disappointed with you. А как я в тебе разочарован, ты не представляешь. What is this rubbish? It's all Что за one. чушь ты несешь? Что за чушь? Все едино. Everything is Brahman. Все Браман. What sort of devotee are you? Какой же ты преданный Господа после этого? Oh, and no one would chastise Murari Gupta like that. И до сих пор такого нагоняя Мурари Гупте никто не давал. And here's this little boy, Вдруг мальчишка, young schoolboy, просто is школьник, telling him off. отчитывает его просто. Whoa. So he didn't know what to, Murari Gupta was shocked. Мурари Гупта просто был в оцепенении. So Lord Chaitanya told him, you just wait. И тогда Господь Чайтанья сказал, ну подожди. You wait till lunchtime. Подожди до обеда. I'm going to come and visit you at lunchtime. Я приду и тебе нанесу визит на обед. I'll show you what I think of your it's all one. И я тебе покажу все едино. Покажу тебе, что я на этот счет думаю. And so anyway, so they parted И ways. так они расстались. Murari Gupta went home and he sort of forgot what had happened. Мурари Гупта вернулся домой и, в принципе, забыл об этом происшествии. Then lunchtime Пришло came, время обеда, and his wife gave him a nice plate of prasada. и жена внесла в комнату прекрасный поднос, наполненный замечательным просадом. Bengalski style, rice, dal, different vegetables. Ну, то есть, как в лучших бенгальских традициях, рис, дал, овощи. And you don't mix the vegetables. И не смешивайте овощи.
Только картошка. Только картошка отдельно. Только цветная капуста. Отдельно цветная капуста. Never mix the vegetables. Боже упаси смешать овощи. This is Bengali. Это Бенгалия все-таки. So, Murari Gupta is sitting with this beautiful plate И Мурари Гупта, он сидел перед prasada. этим прекрасным подносом, наполненным просадом. Let's get into it. Ну что ж, приступим, сказал он. At that moment, Lord Chaitanya appeared right. И вдруг прямо in перед front ним, of как him, из-под земли, вырос Господь Чайтанья, dressed as the supreme personality of Godhead. в одеждах Верховной Личности Бога. Beautiful ornaments. Прекрасные украшения, великолепные. Amazing clothes. Потрясающая по своему великолепию одежда. Amazing turban with jewels on it. Украшенный драгоценными камнями тюрбан невиданной красоты. Body decorated with sandalwood paste. Его тело было все украшено сандаловой пастой. And Lord Chaitanya, so now Murari is just looking at him. Wow, where did you come from? И Мурари Гупта опешил в какой-то момент и говорит: ты откуда взялся? Aren't you meant to be at school? Тебе разве сейчас не время быть в школе? Lord Chaitanya said, now I will show you what I think about your it's all one. И тогда Господь Чайтанья сказал: сейчас я покажу тебе, что я думаю об этом твоем все едино. You know what Lord Chaitanya did? И знаете, что он сделал? He urinated on the plate. И он просто взял и пописал в тарелку с просадом. And he told him, see, that's what your, Вот твоя философия, it's сказал all Господь. one. Все тебе здесь едино в That's all тарелке it's теперь. worth. Давай, вот чего оно стоит, вся твоя философия. And Murari Gupta is just devastated beyond Мурари belief. Гупта просто у него распад личности начался. And Lord Chaitanya he was gone. Господь Чайтанья взял да исчез еще ко всему вдобавок. He just vanished. Просто исчез. And Murari Gupta, he pulled himself together. Как-то Мурари Гупта собрался, пришел в себя, I'm going over to Nimai's house right now. и он говорит: все, я иду в дом Нимая. I'm going to sort this out with his parents. Я разберусь в этих всех вопросах с его родителями. He just ran. Не то, что over пошел, он побежал быстрее в дом Джаганатхи Мишры, and just burst into their house. He didn't ворвался в дом буквально просто, knock on the door. даже не постучав в дверь. Oh, Murari Gupta. А, Мурари Гупта, What a surprise. I какой mean, сюрприз, pleasant surprise. приятный в смысле сюрприз. Where's Nimai? Где Нимай? He just got home from school. А Нимай, он только что со школы пришел домой, он дома. He is sitting on Jagannath Mishra's lap. Он сидит сейчас на руках у Джаганатхи Мишры, на коленях. Murari Gupta went in. There's Lord Chaitanya sitting on his father's lap. И он зашел в комнату, действительно. Господь Чайтанья сидит на коленках у своего отца, Джаганатхи Мишры, Dressed in his school clothes. одетый в школьную одежду, как обычно, Again with his school books. с учебником в руках. And some ink splattered. Как положено, пятнышки чернил по всему лицу. And in comes Murari Gupta. И тут взрывается Мурари Гупта. Nimai! Нимай! And Nimai said, Murari Gupta, please accept my И humble он принимает obeisance. сама невинность. Мурари Гупта, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. We are so fortunate. We Мы так счастливы, что вы come to посетили give наш us your дом, общение. и наши одарили своим общением. And Murari Gupta understood there is something higher going on here. Тогда до Мурари Гупты дошло, что-то происходит чуть-чуть повыше, чем он думал. Что-то происходит. Maybe he's God. Может быть, он Бог. So then he offered obeisances. И тогда он предложил поклоны. So these are few of Lord Chaitanya's childhood pastimes. Это некоторые из детских игр Господа Чайтаньи.
There's so many. He had wonderful pastimes with Kolavecha Shrita. Это целый раздел историй, которые происходили в Господа Чайтаньи, игры с Кolavecha Шридарой. He would sell bananas and banana products. Кolavecha Шридара он зарабатывал на жизнь тем, что продавал бананы и различные продукты, сделанные из банана. He would always sell them at the correct price. Он всегда по очень умеренным ценам продавал все, что делал. In India, particularly in those days, people inflated the prices. В Индии, в особенно те времена, люди поднимали очень сильно цены высоко. So you want to buy something, you ask what's the price, immediately divide by 5, and then you start from that point. Да, то есть обычно называлась цена в 5 раз. Если спрашивал, сколько это стоит, то тебе называли цену в 5 раз больше. So Lord Chaitanya would come to Kolavecha Shrita and say, "How much are the bananas today?" И поэтому покупатель он сразу делил на 5 и начинал торговаться. И Господь Чайтанья подходил к Кolavecha Шридаре и спрашивал, сколько сегодня стоят у тебя бананы? And Kolavecha Shrita would say, 2 rupees. И Kolavecha Шридара говорил, 2 рупии. And Lord Chaitanya would say, I'll give you 1 rupee. И тут же Господь Чайтанья говорит, я тебе рупию даю. And Kolavecha Shrita would say, no, 2 rupees is the right price. Go and ask the other merchants. И Kolavecha Шридар говорил, нет, 2 рупии это очень умеренная цена. Иди спроси, какие цены у остальных торговцев. Lord Chaitanya would say, you're making a huge profit, I know it. И Господь Чайтанья говорил, я знаю, что ты обогащаешься здесь несказанно на своих бананах. I have heard you're making such a huge profit. You can afford to give half your income to the worship of Mother Ganges. Маленький Нимай говорил, я слышал, что ты настолько здесь зарабатываешь, у тебя такие бешеные деньги здесь оборачиваются, что ты еще себе позволяешь половину жертвовать на поклонение матери Ганги. And Kolavecha Shrita would say, but that's my vow. Even if I sell 1 banana, I give half the income for the worship of Ganges. Кolavecha Шридара говорил, нет, это просто я дал такой обет. Если даже я 1 банан всего лишь за день продаю, я все равно половину отдаю на поклонение матери Ганги. And Lord Chaitanya would say, you're just a good bluffer. И тогда Господь Чайтанья говорит, ты просто классно блефуешь. Bluff, it's from card. Yeah. You're a rich man, but you wear these tatty clothes. Ты еще тот артист. Ты богаче многих здесь в округе, но ты одеваешься в эти лохмотья. Just to make people sympathetic to you. Для того, чтобы просто люди тебе сострадали, твоей бедности. So they'll feel sorry for you. И чтобы они у тебя покупали, ты вот специально таким беднягой прикидываешься, чтобы люди у тебя покупали товар. So Lord Sridhar would tell Lord Chaitanya, listen, Nimai, just listen. И тогда Шридар говорил, послушай, Нимай, просто послушай меня. If you don't like my prices, go to Haribol-Ananda. И он говорил, слушай, если тебе не нравятся мои цены, иди к Харибол-Ананде за бананами. Just deal with him. С ним торгуйся. And Lord Chaitanya would say, no, we have a long-standing business relationship. I'm not going to give it up. И тогда Господь Чайтанья говорил, нет, у нас с тобой длительные деловые отношения, поэтому я не собираюсь их прекращать. And then he just grabbed some bananas and ran. А потом просто хватал банан и убегал. So this went on every day for years. И так происходило каждый день на протяжении лет. And Kolavecha Sridhar, he was very sincere devotee. Kolavecha Шридар, он был воплощением искренности в преданном служении. He was always praying, my Lord, Supreme Lord, please appear to deliver the world. И он всегда возносил такие молитвы, почти ежедневно. Он молился, говоря, дорогой мой Господь, пожалуйста, приди в этот мир для того, чтобы спасти его. He didn't know that Lord Chaitanya was the same Lord. Но он не знал, что Господь Чайтанья это та же самая верховная личность, которой он молится. Finally, Lord Chaitanya revealed that he is the Lord.
В конце концов, Господь Чайтанья раскрыл ему свою божественную природу. This is called the Mahaprakash Leela, or the pastime of the great revelation. И эта игра называется Махапракаш Лила, или игра великого откровения. So all the devotees, or so many of the devotees, were there in the house of Srivas Thakur. Однажды собралось очень много преданных в доме Шриваса Такура. Lord Chaitanya was revealing that, previously you appeared with me when I was in such and such an incarnation. И он по очереди раскрывал тайну отношений своих с преданными. Он говорил, в моей прошлом воплощении ты был вот тем-то и тем-то. And then he'd reveal to the devotee that form. И эту форму проявлял тут же немедленно на месте. So then he called out, "Where's Sridhar?" И вдруг он спросил, а где Шридар? Go and get Sridhar. Идите, приведите сюда Шридара. So a group of devotees went to the house of Sridhar. Несколько преданных отправились в дом главы Шридара. Sridhar was chanting and praying for the appearance of the Lord. А Шридар, он продолжал искренне, отчаянно возносить молитвы Господу, моля его о явлении. And the devotees approached him and said, "You know how you've been praying for the Lord to appear." Они говорили, ты знаешь, они пришли к нему и сказали, ты знаешь, как искренне ты молишься о появлении Господа. He has appeared. И ты добился желаемого, Господь явился. And now he's calling for you. И более того, он сейчас зовет тебя. Come with us. Пойдем с нами. Sridhar fainted on the ground. Шридар просто упал без чувств, рухнул на землю. They had to pick him up and carry him to the В результате его пришлось нести. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki.